Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал Вязания. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой очаровательный, очень простой и в то же время изысканный, такой с тонким вкусом джемперочек с ажурными косами. Я считаю, что это тот самый джемпер, с которого может начать любая начинающая вязальщица, поскольку узор, девочки, очень хороший, очень простой, очень интересный. Вы здесь научитесь и косы вязать, и ажуры вязать. То есть, если вы хотите попробовать впервые плечевое изделие, то я считаю, что этот джемпер как раз, девочки, для вас, для начинающих. Но и опытным вязальщицам не стоит отворачиваться от этой простоты и милоты, поскольку джемпер достоин все равно внимания. Узор, несмотря на свою простоту, все-таки довольно-таки интересный, рельефный. И, в общем-то, вот эта плотная вязочка, он еще будет и теплый. Вполне для зимы подходит. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Merino Royal Fine, цвет 198. Состав ее 100% шерсть, очень мягкая мериносовая шерсть, 50 грамм, 175 метров метраж. Я использую спицы 3,5. И вот такой у меня получился, девочки, интересный, очень простой узор. Вполне для начинающих. Специально подобрала такой простой джемпер для девочек, которые только осваивают спицы, хотят связать первое свое плечевое изделие. Да? И я считаю, что этот джемпер для них самый оптимальный вариант. Потому что здесь они тренируются вязать и ажур. Ажур здесь очень простой. И косичку. Тоже она очень простенькая. Можно вязать с использованием дополнительной спицы, а можно вязать, как я вам рекомендую. Если вы освоите эту технику вязания без дополнительной спицы, то вы вполне сможете в дальнейшем совершенствоваться, вязать любые косички, мои хорошие. Вот. Ну а для тех, кто уже имеет достаточный опыт вязания, этот узор тоже будет, я думаю, интересен, потому что он, хотя и простой, но довольно-таки эффектно смотрится конкретно в этой пряже и в этом изделии. Про пряжу. Мало я вам сказала про пряжу. Это самая замечательная пряжа, которую я могла себе представить, девочки, я вам честно скажу. Мягкости необыкновенной, просто необыкновенной мягкости. Такая, знаете, и цвет такой необычный, согласитесь, такой какой-то сиренево-розовый, темная роза, да, такой цвет приятный. Вот. И, в общем-то, как блондинкам, так и брюнеткам он подойдет. Очень эффектно смотрится именно вот в этом цвете этот узор. Посмотрите на джемпер. Я старалась попасть один в один, и по цвету, и по плотности даже. Да, вы видели, там машинная вязка. И, в общем-то, мне кажется, что я практически попала в то, что стремилась. Так. Шутки в сторону, давайте с вами серьезненько отнесемся к этому делу. Сейчас я вам покажу схему, которую я составила сама, просто по
картинки по фотографии. Вот. Я взяла эту картинку на просторах интернета, и она, я так понимаю, из какого-то интернет-магазина. Машинная вязка и все такое прочее. Но узор мне показался настолько приятным и эффективным. И прям, знаете, такая какая-то всеобщая гармония. И узор, и цвет, и вот еще пряжа у меня такая нашлась. Прям цвет в цвет. Мягкости необыкновенной. Она такая, скрутка такая еще прям шикарная. Видите, да, какие волокна классные, да? В общем, все сошлось в этом изделии. Давайте смотреть схему. Вот такая схема, которую я нарисовала от руки. Раппорт узор составляет 18 петель и 10 рядов. Я ее рисовала прямо по картинке, девочки, поэтому уж извините за такие небольшие каракули, но в принципе здесь все условные обозначения очень понятны и доступны, да. Смотрите, вот у нас начинается первый ряд, да. Это вот вспомогательный ряд, которым я начинала вязать образец. Кому интересно, вы тоже можете с него начать вязать, не учитывая его, так сказать, в раппорте, да, можете с него тоже начать вязание. Это так, в качестве общих рекомендаций. А вообще раппорт вот с первого ряда по 10. Здесь данные у нас только нечетные ряды. Да, четные мы вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночные. Что такое накид? Накид, вот у меня на схеме это кружочек. Вот такой треугольничек. Значит, это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Да? А вот этот треугольничек, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот это вот у нас является значок переплетения в косе. Мы 6 лицевых петель перекрещиваем направо. Как это сделать без дополнительной спицы, я заостряю внимание в своем мастер-классе, мои хорошие. Ух ты, как я увеличила. Так, ну, в общем-то, изнаночная петля – это на моей схеме вот такая горизонтальная, но это общепринятое, так сказать, условное обозначение, да, и вертикальная черточка – это лицевая петля. Так, ну, с этим все понятно, да. У меня есть, значит, я подобрала выкройку, смотрите, вот так она выглядит. Ой, ну это тоже очень сильно увеличивается. Вот такая выкроечка. Единственное, что не подошло, вырез горловины. Я считаю, что его нужно не 6,5 сделать, а все 7, а может быть, ну да, 7 достаточно, наверное, увеличить ее и закруглить. И в своем описании я это учитываю. Я его немножко увеличиваю и закругляю, мои хорошие. Увеличиваю я его до 7,5 сантиметров в ширину. Вот. Соответственно, плечо у нас чуть-чуть поменьше становится, да. Несмотря на то, что здесь в рукаве присутствует окат, он очень небольшой, и глубина проймы тоже будет довольно-таки символическая, да. Рукавчик все равно будет слегка спущенный. Я так вот как бы вижу это изделие именно так, да, то есть не совсем спущенный такой прям, спущенный, да, а вот такой вот немного все-таки присутствует пройма небольшая, такая неглубокая, но она есть. Теперь, что касается размера. Это размер на 44-46, да, ширина спинки у нас, как видите, 50 сантиметров. Но я подробно рассказываю, как сделать на любой другой размер, девочки. То есть там все легко и просто. Мы считаем по плотности количество петель и делим это все дело на число петель в раппорте. И у нас получается целое число выделяем раппортов, да, и у нас, собственно, отсюда уже идет все дальнейшее построение, компоновка узора. Кому это интересно, обязательно посмотрите в конце видео. После того, как мы свяжем узор, я определяю плотность по вертикали, по горизонтали и рассказываю, сколько петель набирать, в общем-то, на тот или иной размер. Обязательно откорректируйте эту выкройку под свои мерки, обязательно, потому что рост у нас у всех разный, а здесь, конечно, такой усредненный вариант. Рукавчик может не совпасть в длину, длина тоже может быть либо длинновата, либо коротковата, да, коротка.
Вот, что еще я бы хотела по выкройке сказать. Ну, в общем-то, вот эта резинка по рукаву 12 как бы сантиметров, высоту можно сделать поменьше, да. Если вы обратите внимание на нашу девочку модель, у нее вот так визуально я бы сказала, что около 6 сантиметров резинка в высоту. Как вы понимаете, это машинная вязка, да, видите, даже по горловине это понятно. Это, скорее всего, модель из интернет-магазина, связанная не вручную, естественно, но такую красоту, я считаю, мы можем связать себе любимым и спицами, да. На то мы с вами и мастера, и мастерицы, чтобы своими руками можно было создать такую красоту. В общем-то, вот так. И про описание. Назвала я его «Стильный джемпер с узором разожженных кос». Так, размерчик у меня российский, я уже сказала, 44-46. Пряжу вы уже посмотрели. Приблизительный расход 400-450 грамм, девочки. Не вязала, не могу вам сказать, но приблизительно как бы вот так, такой расклад, да. Спицы 3,5 я использую, и круговые вам понадобится 3,5 тоже. Можете троечку взять для вязания горловины. Так, мы будем с вами вязать резинкой 1 на 1, но вы можете связать любой резинкой, которая вам нравится. Смотрите, 104 должно совпать, кратно быть 4, если вы захотите. 104 поделить на 4, 26 будет раз. Можно вязать резинкой 2 на 2. Это количество петель вполне подходит для вязания этой резиночки. Затем, девочки, поскольку у нас с вами здесь узор с косами, который довольно-таки так сжимает наше полотно вязаное, да, сужает его. Поэтому у нас будут прибавочки делаться в последнем изнаночном ряду. 10 петелечек. Вот, 10 петелечек. И будем продолжать с вами вязать уже на 114 петельках. Хотя у нас там как бы по нашим вычислениям получается 115. Я объясняю, почему 114. Ну, потому что нам так будет удобно расположить узор симметрично. Вот. Вот так. Так. Здесь вот у меня тоже 4 изнаночных, 2 изнаночные. Ну, ладно. Потом пересчитаю, может, что-то закрались сомнения. Так, горловину я вам уже все это здесь опишу. И все это описание, собственно, я всегда располагаю под видео. Да? Рукавчики, как вязать, тоже все здесь есть, все расписано. Что там, как у нас с вертикальной плотностью, тоже все расписано. Что нам, девочки, заостряя внимание, нужно руководствоваться не измерением сантиметром длины изделия, а все-таки учитывать плотность, чтобы после стирки полотно не вытянулось. Так, и по сборочке. Как обычно, после того, как сделаем плечевые швы, делаем с вами по краю выреза горловины, поднимаем петельки и вяжем резиночкой. Любой, какой вы хотите, 2 на 2, 1 на 1. Высоту приблизительно 3 сантиметра составляет эта резиночка. И мы закрываем петельки любым для вас удобным, приемлемым способом. И вообще горловина, набор петель по низу, да, по рукавам, все это сугубо индивидуальное. Здесь любой вариант возможен. Я же даю вам общие рекомендации. Особенно меня интересуют технические моменты, когда сколько чего набрать и так далее. В общем, такое описание. А вот эти все нюансы по украшению, по оформлению вашего изделия, это уже на вас, на любитель, это любительский, так сказать, вариант. Я сейчас буду вам рассказывать, как вязать узор и показывать. Мы будем его с вами вязать. Надеюсь, у нас все с вами получится. Особенно надеюсь, что за данный джемпер с удовольствием примутся вязать начинающие мастерицы. Хочу пожелать им успеха заранее, да, и еще я очень надеюсь, что для кого-то именно этот замечательный джемпер станет его первой вещью, которую он свяжет, такой большой, крупной победой над собственными, как говорится,
страхами, опасениями, что не получится. И он у вас получится, я уверена, на все 100%. Заряжаю вас, мои хорошие, доброй положительной энергией, и давайте вязать. Так, мы будем с вами вязать вот по этой схеме. Вот. Значит, у нас здесь раппорт узора 18 петель, и в высоту это 10 рядов получается. Так, мы с вами будем набирать для образца. Я вот решила сделать 2 раппорта. Если вам этого много, сделайте 1 раппорт. Но к этому одному раппорту прибавляете 2 кромочные и 2 петли для симметрии. Справа будут, как вот слева, 2 изнаночные. Чтобы это красиво, эстетично смотрелось. Я же буду набирать 40 петель, поскольку у меня будет 2 раза по 18 петель раппорт. 2 раппорта. Так, и вяжем. Первый ряд. У нас первые 2 петли для симметрии, 2 изнаночные, и начинается раппорт вязаться. Да? Вяжем с вами лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петельками. Я вот так меняю, значит, петелечки, да, так, чтобы вторая была поверх первой, накидываю. И провязываю как 2 вместе лицевой. Дальше 2 изнаночные и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Раппорт провязали, повторяете. Если вы вяжете, как я, 2 раза, да, повторяйте. То же самое сейчас. Далее, значит, необходимо нам уяснить, что второй и все четные ряды, которые являются изнаночными, будут вязаться, как смотрят петли. А накиды мы будем провязывать изнаночными. Вяжем с вами 3-й ряд раппорта. Кромочная, 2 изнаночные для симметрии. Начинаем раппорт. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я опять меняю петельки местами, вторая поверх первой. Провязываю их 2 вместе лицевой. Дальше вяжем 2 изнаночные, 6 лицевых и 2 изнаночные. Раппорт провязали. Повторяем раппорт. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 5-й ряд. У нас первая кромочная, 2 изнаночные для симметрии. И у нас раппорт начинаем. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Раппорт провязали. Повторяем раппорт. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 7-й ряд. Значит, у нас опять 2 изнаночные для симметрии и начинаем раппорт. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные, 6 лицевых, снова 2 изнаночные и раппорт повторяем, кто вяжет 2 раппорта. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 9-й ряд.
9 ряд. Опять начинаем с 2 изнаночных для симметрии. Начинаем раппорт. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 изнаночные. И сейчас, девочки, на этих 6 петельках лицевых будем делать перекрещивание направо. Если вы не умеете вязать без дополнительной спицы, косы, то возьмите дополнительную спицу. Я показываю, как это делаю я. Я снимаю на правую спицу 6 петелек и делаю так, чтобы у меня первые 3 были за работой. Я вот так, видите, кончиком левой спицы сзади их вот так переснимаю, да, высвобождаю, при этом снимаю спицу, высвобождаю следующие 3 петли, и они у меня на правой спице. Я их аккуратно, видите, снимаю и возвращаю на левую спицу. Вот я перекрестила 6 петель направо. То есть у меня первые 3 получились за работой, а следующие 3 перед работой. И я провязала первые 3, да, вот эти, которые были перед работой. И далее еще следующие 3. Все вяжу лицевыми. Вот так. И дальше вяжу 2 изнаночные. И раппорт на этом заканчивается. Это у нас был 9 ряд. 10 ряд мы вяжем, как смотрят петли. И у нас начинается повтор узора с 1 ряда. Вот и все, мои хорошие. Такой вот легенький узорчик. Мы горячим паром с вами обдаем наш образец. Выпрямляем все это дело, чтобы он у нас приобрел наш вид, который у нас будет в изделии. Он, после стирки, предположим, да? Пусть сохнет. Так, мои хорошие, смотрите, что тут у нас с вами получается. 17 сантиметров я вот прикладываю линеечку, да. Все-таки у нас получается здесь, видите, изнаночные, лицевая гладь, да. И как бы еще коса, да. Ну, в общем, 17 сантиметров у нас получается ширина. И мы с вами 40 петель, помните, набирали, да. Поделить на 17 сантиметров. Получаем 2,35. И записываем все это дело. В 1 сантиметре я пишу 2,35 петель. Так, следующее, что нас еще интересует, это плотность по вертикали. Так, измеряем с вами высоту 11,5. И мы с вами помним, что тут у нас 3 раппорта у меня в узоре. 30 поделить на 11,5. Получается плотность по высоте 2,6. И вот здесь я запишу, что в 1 сантиметре у нас с вами 2,6 ряда. Вот так. Так, все, с этим мы разобрались. Сейчас нам необходимо, значит, с раппортами разобраться, сколько на тот или иной размер нам набирать петелек. Итак, мои хорошие, смотрите, какой у нас тут получается расклад. Вот выкройка на 44-46 размер. Я взяла ее с другой модели, да. Считаю, что здесь надо вот так немного изменить вырез горловины. То есть, как бы глубину мы оставим, да, но мы ее немного скруглим, да, потому что это слишком, на мой взгляд, ну, неправильно такая квадратная. Так, и здесь она должна быть не 30, наверное, все-таки, а 35 сделаем. Ее побольше будет у нас вырез горловины петель. Вот такая особенность. И об этом будет указано в описании. То есть здесь я буду на 35 делать в описании. Соответственно, у нас изменится здесь тоже количество петель на
Плечо сколько пойдет, да? Так, и как вы поняли, это, конечно, выкройка с окатом, но окат очень такой невысокий, и, в общем-то, будет немного спущенная такая форма у модели рукава. Немного спущенный, не так, как вот обычно бывает, прям полноценно, 100% спущенный, а все-таки здесь небольшой окат присутствует, да? Поэтому вот неглубокая у нас здесь будет линия проймы, совсем на 3 сантиметра, да? Девочки, что касается набора петель, как мы делаем расчет? Мы очень легко это делаем. Вот у нас с вами по выкройке ширина спинки идет 25, это половинчатый размер, да? Мы 50. Полноценная ширина спинки умножаем на нашу плотность 2,3. Получаем 115 петель. Вот я записала, да? То же самое мы делаем по рукавчику, да? Раппорт нашего узора, как вы помните, составляет 18 петель. И нам нужно с вами расположить их как бы симметрично, да? Вот, что для этого нужно сделать? Симметрично и желательно по полному раппорту, чтобы у нас целое число раппортов уместилось, да? Значит, поэтому мы с вами вот эти вот циферку 115 петель по переду должны с вами поделить. Итак, смотрите, полученные наши 115 петель нам надо поделить на 18 число петель раппорта. Получаем целое число 6. У нас должно уместиться с вами 6 целых раппортов, да? И я схематично, девочки, это вот так рисую. Вот. Линия, это значит наш наборный ряд. И мы с вами должны сделать 6 раппортов полных. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Сделали, да? 6. И сейчас вот я пишу по 18, 18, 18 петель, 18, 18, 18. Так? Вот. И 6 полных раппортов составляет у нас 18 петель. 108 петель идет на 6 раппортов. То есть вот эти вот наши петельки, это 108 петель. 6 раппортов. Но, смотрите, для симметрии нам все-таки необходимо прибавить вот сюда эти 2 изнаночные. Помните, когда мы вязали узор, тоже для симметрии справа я прибавляла 2 изнаночные вне раппорта. Поэтому мы их должны сюда приплюсовать. Я пишу 2 изнаночные, да, девочки. И необходимо нам понять, что у нас тут с оставшимися петлями. Ведь нам надо 115, а у нас всего 108, да. То есть мы сейчас с вами, по сути, уже не 108, а 110. 110, потому что мы прибавили эти 2 изнаночные, они должны быть в любом случае для симметрии. 110 петель. Из них необходимо, значит, обязательно кромочную учесть. 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. Это уже плюс 2, да, я пишу. Это уже 112 петель, и осталось 3 петли. 3 петли. Предлагаю сделать таким образом. Предлагаю добавить 2 сюда и 2 сюда, да? То есть здесь у нас получится 4 изнаночные, да? И здесь у нас получится 1 изнаночная. Вот так предлагаю добавить сюда плюс 1 и сюда 4. А почему 4? 3. То есть по 1 петле я предлагаю добавить, да? То есть, ну здесь было 2, и я добавила 1. То есть в итоге еще 2 петли я добавляю, получаем 114 петель. Общее число петель, которые нам необходимо набрать на нашу спинку и перед шириной 50 сантиметров, это 114 петель. Вот такой расклад. Теперь, что касается, девочки, если вам необходимо взять размер побольше, да? Ну, например, не 55, не 50, а 50, допустим, 6 сантиметров. На 50 размер, да, 56 сантиметров. Спинка. 56 мы умножаем с вами
на 2,3 нашу плотность получаем вот 128, ну 129 петель. Это сырая цифра, да? То есть я пишу, при ширине спинки 56 сантиметров нам понадобится 129 петель. Это грубая такая цифра, еще нами не адаптированная. Теперь мы с вами эти 129 петель давайте поделим на 18. Число петель в раппорте. У нас с вами умещается ровно 7 раппортов. Да? Ровно 7 раппортов. Давайте посмотрим. Ровно 7 раппортов умножить на 18. Это будет 126 петель. Так? Правильно. 126 петель. И у нас как раз идут 2 петли для симметрии. И плюс 2 кромочные. Да? То есть у нас получается 130 петель. Вот такой расклад. 130 петель при ширине приблизительно на 50 размер, при ширине спинки 56 сантиметров. Вот таким аналогичным же образом, девочки, вы корректируете вот эту выкройку под себя. Да? Понятно. С этим мы разобрались. Так, что касается, для чего нам была нужна вертикальная плотность. Да? Вот смотрите, мои хорошие, у нас с вами начинается пройма через 35 сантиметров от планки. Да? Вот. Мы сейчас должны с вами мерить не сантиметрами, а плотностью. Измеряем плотность, рядами будем мерить. То есть 35 сантиметров. У нас с вами была плотность по вертикали 2,6. Я умножаю на 2,6 и получаю 91 ряд. То есть, смотрите, мои хорошие, значит, мы вяжем с вами 91 ряд и начинаем делать вот эти вот, как говорится, закругления по пройме. Понимаете? Здесь начнем формировать, через 91 ряд начинаем формировать с вами вырез проймы. Это понятно? Понятно. Теперь, что касается рукавчика. Да? Также мы с вами, я уже говорил, 74 петли. Почему 74 петли? Объясняю. Смотрите, мои хорошие. У нас с вами здесь необходимо расположить целое число раппортов в рукаве. И 4 умножить на 18, я устно считала, у меня 72 петли. Да? Это понятно. 72 петли. Вот. Здесь у нас какой расклад получается? Мы должны с вами добавить 2 кромочные. Да? 2 кромочные. Так, я все-таки, наверное, напишу 72 петли. И вот такой расклад. Вот наш раппорт. Давайте с вами исключим вот эти 2 изнаночные. Да? То есть из 4 наших раппортов, которые составляют 72 петли, я исключаю 2 изнаночные. Итого получается 70 петель. 4 раппорта по 18 петель минус 2 петли будет 70 петель. И к ним я прибавляю 2 кромочные. Да? Это понятно? Понятно. То есть поэтому у нас 72 петли набирается. Да? Так, далее смотрите. Нам нужно в самой широкой части 92 петли, чтобы получилось. Как я считала эти 92 петли? Смотрите, у меня есть половинчатый размер 20 в самом широком части рукавчика. И я это умножаю на 2, чтобы целиком получить. У меня получается 40. 40 я умножаю на нашу плотность 2,3 и получаю 92 петли. Вот отсюда я взяла 92 петли. То есть окат мы начинаем с вами формировать, когда у нас на спицах будет 92 петли. Да? А как добиться нам равномерно и одновременно прибавить по скосу сколько петель? Петель получается 10. Будем прибавлять по 10 петель. Да? 10 петель. То есть вы поняли, здесь 72, а здесь 92. Я вычла, получилось 20 петель, которые я справа и слева равномерно распределила по 10 петель прибавок. Но их нужно расположить на равном расстоянии прибавки. Как это сделать? Смотрите, я
нашу высоту от планки до... так, сейчас вот здесь мы с вами это сделаем, да? Смотрите, 42,5 сантиметра, а у нас окат в высоту составляет 6,5. Значит, нам необходимо вычислить то расстояние, по которому у нас будет идти прибавка по плану, по скосу рукава, да? Так, и мы с вами 42,5 отнимаем 6,5 окат. У нас получается 36, я пишу 36 сантиметров. 36 сантиметров это вот до оката и до планки. Вот от планки до оката. Мы тут их вот эти вычли 6,5. 36 сантиметров я также умножаю на нашу плотность по вертикали на 2,6 и получаю 93 ряда, девочки. 36 сантиметров это 90, ну скажем так, 4 ряда. 93,6 округляем 94 ряда. И теперь мы знаем, что у нас с вами по 10 петель справа, по 10 петель слева. Как определить, через сколько рядов нам нужно прибавить по одной петле? Я вам скажу это устно. Я 94 ряда поделю на 10 наших петель, и у меня получится приблизительно через 9 рядов у нас идут прибавка справа, прибавка слева. И всего таких прибавок должно быть 10 штук. Да? Это понятно? Понятно. Вот так. После того, как вы свяжете 94 ряда с прибавками, вы начинаете формировать окат рукавчика. Вот. По аналогии можно также сделать расчеты для своего размера, мои хорошие. Вот. Я вам все, в принципе, рассказала. Это очень простая выкройка, очень простой узор. Я думаю, что после моих объяснений справится любая начинающая девушка. Я желаю вам, мои хорошие, удачи, успехов. Я считаю, что узорчик, хоть и кажется таким простым, но он очень интересно смотрится, собственно, в самом изделии. Вы видели на девушке, да, этот нежный азур с косами, но никого не оставит равнодушным, согласитесь. Вот. Ну и давайте с вами... На этом я мастер-класс заканчиваю и надеюсь, что у вас все получится. Искренне вам желаю, мои хорошие, успехов!